Друзья, всем привет! С вами Айман Искараева. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хотела бы рассказать вам о самых основных рисках, которые возможны при приобретении квартиры, при сделках с недвижимостью в Дубае. Друзья, самый главный, самый основной риск, который влечет для вас приобретение недвижимости, это признание сделки недействительной при отсутствии должной регистрации. То есть все сделки с недвижимостью должны фиксироваться в земельном департаменте в Дубае. Сейчас я в частности говорю о Дубае на примере, но и в нашей стране, и во всех цивилизованных государствах есть понятие регистрации сделки. И именно отсутствие должной регистрации, к сожалению, и на практике бывает, очень редко, но бывает, что данные каким-то образом не внеслись, потерялись, сбой в системе был, и в любом случае важно иметь на руках доказательства регистрации. В данном случае в Эмиратах это является title deed, так называемый, это свидетельство о регистрации недвижимости на ваше имя. Друзья, еще одним распространенным риском, в частности, вот в моей практике это в Дубае, является это неверное указание данных имени в правоустанавливающих документах. Это бывает, наверное, как правило, потому что сложно в последующем наши имена для местных. Иногда это бывает, что это арабское имя у вас бывает неверно указано где-то в одном документе, где-то в другом документе по-другому слышится и пишется ваше имя. Поэтому очень важно обратить внимание на эти факторы, чтобы ваши документы не расходились, потому что именно имя, ваш год рождения, ваши паспортные данные являются существенными при определении собственника недвижимого имущества. Бывает, именно правовой риск возникает при продаже вам объекта со скрытыми недостатками. Друзья, обратите внимание, что бывает, что от вас утаивают какую-то информацию. Возможно, это трудно доказать как умышленное, но тем не менее в будущем вы обнаруживаете, что квартира, помещение – это не то, на что вы договаривались. Поэтому есть такие риски, и это нельзя упускать из внимания. Как бы это ни было печально, друзья, но этот риск, он еще сопряжен с возможностями претензий третьих сторон. Возможно, вам не сказали, есть какие-либо обязательства перед застройщиком, и такое было на практике. Опять же, это риски минимальные, но они есть. Еще одним очень важным моментом, на который необходимо обратить внимание, и с которыми очень часто сталкиваются в юрисдикциях любой страны, это признание сделки недействительной в связи с подписанием документов ненадлежащим лицом, друзья. Например, это по доверенности, по недействительной доверенности, по доверенности от умершего лица. Бывали такие случаи, то есть вот этот момент, он влечет за собой риски, и очень часто даже в некоторых юрисдикциях запрещают приобретать, покупать недвижимость по доверенности. Еще одним интересным моментом при заключении сделки с недвижимостью бывает, что, конечно, риски со стороны третьих лиц, имеющих свои требования, претензии к недвижимому имуществу, я сейчас говорю о наследниках, когда нарушаются их права. В последующем выясняется, что это помещение было с обременением или его скрыли от вас, какие-то юридические факты, имеющие существенное значение для правомочия по сделке, для легитимности сделки, поэтому такой риск тоже возможен. Сделку могут признать недействительной по иску заинтересованных сторон, если они докажут, что сделку подписывало лицо недееспособное, частично дееспособное. Вы знаете, что есть такое в законодательстве, когда лицо может быть признано судом недееспособным. И либо еще один факт, когда это еще один риск, когда сделка может быть признана недействительной, если лицо заключало сделку под влиянием обмана, угрозы, насилия, шантажа, то есть в последующем такие сделки признаются недействительными. Друзья, это был основной, но не самый, конечно, исчерпывающий перечень всех рисков, которые возникают при приобретении недвижимости. Особенно это касается недвижимости в чужой стране, в юрисдикции Дубая. Если у вас будут вопросы, вам лучше, конечно, проконсультироваться с профессионалами, с юристами. С вами всегда есть рядом риэлтор, соответственно, лицензированный. Возможно, он снимет ваши какие-либо опасения, страхи. На самом деле, это все то, что я сказала выше, риски, но это нисколько не должно вас
вас останавливать от инвестирования в недвижимость, в помещения, в квартиры в Дубае, потому что далее в видео вы можете посмотреть, у меня есть о том, какие преимущества есть при инвестировании, при покупке недвижимости в Дубае. Поэтому если вы сами правильно сделаете, вникаете и логически исходите, может быть, вы нанимаете юриста, тогда в принципе у вас риски минимальные. Друзья, спасибо за внимание, с вами была Иман Ескараева. Будьте очень бдительны, аккуратны, когда заключаете сделки с недвижимостью. Конечно, риски есть, особенно нужно понимать, что после того, как вы отдали деньги, это уже поздно. То есть лучше эти моменты предусмотреть предварительно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и в комментариях можете писать свои вопросы, буду рада вам ответить.